3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Игра в шахматы. Однажды Компот принес шахматы на детскую площадку. Коржик, давай сыграем в шахматы. Не, Компот, с тобой скучно играть, ты всегда выигрываешь. Карамелька, может быть, ты? А я не умею. Если мне не с кем будет тренироваться, я не стану великим шахматистом. Компот, а может попросим кого-то из наших друзей с тобой поиграть? Точно! Найдем тебе достойного соперника. Здорово! Миу, 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 миу. Первой поиграть в шахматы согласилась Лапочка. Лапочка, а почему ты играешь только лошадкой? Эта фигурка называется конь, потому что конь самый красивый. Шах и мат, ты проиграла. Подумаешь, зато я красивая. Потом пришел Сажик. Я согласен играть только черными. Ха, я взял твою пешку. А теперь твоего коня. И еще пешку. Шах и мат, я выиграл. Ой, уже? Найти достойного соперника не так-то просто. Вот так. Ой, нет, вот так. Ой, лучше сюда. Ой, а можно я похожу другой фигурой? Я съел твоего слона. Что? Я обожала этого слона. Он был самой классной фигуркой. Все, я не играю. Наконец, играть в шахматы пришел умный Шуруп. Вообще-то я раньше не играл в шахматы. Да, от тебя мы такого не ожидали. Компот объясняет Шурупу, как ходят разные фигуры. А почему конь ходит только так, а не скачет по всему полю? И почему король может шагнуть только на соседнюю клетку, а королева может двигаться как угодно? Ну, таковы правила игры. Не, игра в шахматы — это точно не для меня. Мне не с кем тренироваться. Не быть ни чемпионом и не видать наград и призов. Призов? Я вспомнила, у папы в кабинете стоят шахматные призы. Ага, значит, папа отлично играет в шахматы. Ой, шах и мат. Молодец, Компот. Как ты так быстро проиграл? Ты же чемпион, у тебя вон сколько призов. А, так это не мои, это мамины. В школе она играла в шахматы лучше всех и всегда занимала первое место. Я знаю, что надо делать. Надо позвать маму. Шах и мат. Вот это да! Компот, ты прекрасно играл. Похоже, в нашей семье подрастает будущий чемпион. Ура! Миу-миу-миу-миу. Папа приготовил бисквитные шахматы с медом и глазурью. А наш папа непобедимый чемпион в кондитерском деле. Шах и мат. Вот так у Компота появился достойный соперник, а папа придумал замечательное угощение к чаю. Братик. Однажды утром мама сказала котятам, что сегодня у них будут гости. К нам приедет моя сестра, тетя Корица, со своим сыном Бубликом. Вы наконец-то познакомитесь с двоюродным братиком. У нас есть братик Бублик. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Интересно, а какой он, наш братик Бублик?
Наверняка воспитанный. Приветствую. У вас очаровательный бантик. И наверняка он любит читать. А я думаю, он классно играет в футбол. С ним у нас получится отличная команда. Или музыкальная группа. Привет! Привет, дорогая! Тетя Корица! Привет, племянники! Какие вы стали большие! А где же наш братик Бублик? Да вот же он! Что? Это и есть Бублик? Веди себя хорошо, мой сладкий. Поиграйте пока с братиком, а мы приготовим чай. Котята не ожидали, что Бублик еще совсем маленький, и теперь они не знают, что делать. И как с ним играть? Он же ходить не умеет. И разговаривать не умеет. Ой, что ты делаешь? Это же моя любимая кукла. Смотри, Бублик, какой классный мячик. С ним можно играть. Да, для футбола ты еще маловат. Смотри, Бублик, это называется шахматы. Ой, мои шахматы. Кукол трогать нельзя. И машинки тоже. Надо как-то его успокоить. Мы не можем отдать ему мельницу. Это игрушка для котят постарше, а не для таких малышей, как он. Малышей? Я знаю, что надо делать. Надо найти игрушки для малышей. Когда я была совсем маленькой, то очень любила эту погремышку. Котята нашли игрушки, в которые они сами играли, когда были малышами. Надо же, какие вы молодцы, котятки! Так хорошо поладили с братиком. Мы с Бубликом теперь будем вас почаще навещать. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что с малышами очень весело проводить время. Ведь они и сами когда-то были совсем маленькими. Загадочная находка. Однажды котята искали в подвале скотч, чтобы наклеить свои рисунки на стену. А это что такое? Это точно не бинокль. Может, это можно включить? Тут нет никаких кнопок. И провода тоже нет. А может, это можно открыть? Ура! Открыл! О, да это же скотч! Скотч липкий, а эта лента нет. Непонятно. А вдруг эта штука вообще не с нашей планеты? Может, ее оставили пришельцы? Может, через эти отверстия можно переместиться на их планету? Эй, а я?
Надо показать эту штуку Гоне. Он знает о пришельцах все. Точно! Миу, 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 миу. Котята отнесли загадочный предмет к своему другу Гони, который живет по соседству. Нет, это точно не от пришельцев. У них все сложнее. Должны быть кнопочки, лампочки, экраны. А здесь ничего такого нет. А может быть, эта штука прилетела к нам из далекого будущего? Перед вами портал в прошлое. Просьба ничего туда не ронять. Ой! Упс, этот объект отправился в прошлое. А вдруг эта штука из сказочного мира, и она исполняет желание? Хочу стать невидимой. Мы тебя видим. Все, мне надоело гадать. Давайте посмотрим в интернете. Папа! Мы нашли в подвале какую-то штуку и не знаем, что это. Можно мы посмотрим в интернете? Ха-ха! Эта штука называется видеокассета. Видеокассета? Ну, это как флешка, только из прошлого. Сейчас на флешку можно записать что угодно. Фотографии, музыку и даже видео. А раньше видео записывали на такие вот огромные видеокассеты. Интересно, сколько лет этой видеокассете? Вдруг на ней видео про динозавров? Давайте посмотрим. Видеокассеты появились не во времена динозавров, а когда я был маленьким. Все равно, давайте посмотрим, что там. Как вставить ее в ноутбук? Никак, Коржик. Эти кассеты можно смотреть только через видеомагнитофон. Но видеомагнитофонов уже давно ни у кого нет. Я знаю, что надо делать. Надо спросить у дедушки. Он любит хранить старые вещи. Может, у него остался видеомагнитофон? Котята с папой приехали к дедушке, и оказалось, что у него действительно сохранился старый видеомагнитофон. Дедушка, а кто эти котята? Так ведь это же ваш папа! Это папа? А это мой брат, ваш дядя Кекс. Мы тут еще совсем маленькие. Я помню, как снимал это видео. Это же я с камерой. Я тоже помню. Я тогда приготовил свой первый торт из песка. Я так рад, что мы нашли эту видеокассету. Мы как будто попали в прошлое и увидели маленького папу и дядю Кекса. У меня тут много таких кассет. Давайте еще какую-нибудь посмотрим. Здорово! Миу, 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 миу. Хорошо, когда кто-то хранит старые вещи на память. Ведь благодаря им можно оказаться в прошлом. Камень, ножницы, бумага. Однажды котята мастерили большой макет острова. Все, остров для наших динозавров готов. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте скорее играть. Подождите. Сперва надо убрать весь мусор. А давайте сыграем в камень, ножницы, бумага. Кто проиграет, тот будет убирать. Давайте. А это как? Очень просто. Нужно показывать рукой камень, ножницы или бумагу. Ножницы круче бумаги. Они могут ее разрезать. А камень круче ножниц. Ножницы о камень сломаются. Но зато бумага круче камня, потому что может его обернуть. Понятно. Коржик, давай попробуем. Камень, ножницы, бумага. Камень, бумага. Бумага оборачивает камень. Победила карамелька, теперь мы. Камень, ножницы, бумага. Камень сломает ножницы. А это не ножницы, это свисток.
громче щелканье ножниц и стука камней. Значит, я выиграл. Разве можно показывать другие предметы? А у нас будет новая игра. Ладно, победит тот, кто найдет предмет покруче. И можно играть сразу втроем. Камень, ножницы, кораблик. Лупа. Скакалка. Скакалка самая длинная. Зато кораблик не тонет в воде. А лупа и скакалка тонут. Зато корабликом нельзя управлять. А машинкой можно. Значит, машинка круче. Шляпа может накрыть машинку, значит, шляпа круче. Шляпа промокнет под дождем, а зонтик нет. Зонтик сдует ветром, а стул не сдует. У стула нет колесиков, а у роликов есть. Но у велосипеда колеса больше. Гвоздь проткнет велосипедное колесо, а молоток забьет гвоздь. Один предмет круче другого. Кто же выиграет? Котятки, а что в масленке делает расческа? Ой, Расческа тверже масла, значит, она круче. А кто-нибудь видел мою шляпу? Что тут происходит? Мы начали играть в камень, ножницы, бумага и вот. Больше похоже на игру свалка, мусорка, помойка. Да, вместо того, чтобы убраться в комнате, мы все еще больше разбросали. Зря мы начали играть в камень, ножницы, бумага. да, сейчас бы подошла игра швабра, тряпка, пылесос. Я знаю, что надо делать. Не будем выбирать того, кто все уберет, а сделаем все вместе. Новая игра прошла на ура. Все молодцы. И теперь можно поиграть в остров динозавров. Здорово! Миу, 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 миу. Котятам очень понравилось играть в камень, ножницы, бумагу, кораблик, шляпу, швабру и динозавров. Пришла весна. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот обнаружили, что пришла весна. Как долго мы их ждали! И вот они здесь. Теплые деньки? Нет, новые качели. Здорово! Миу, 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 миу. Чур, я первый. О, осторожно! Но до качелей не добраться. На улице ужасная слякоть. Так можно промочить ноги и к тому же испачкаться. Вот если бы здесь был папа, он бы перенес нас через эту жижу. Ну, Компот, папа сейчас на работе. Алло, коллеги, я уже в офисе. Ха! Грязь можно перейти на ходулях. Ну, Коржик, неужели нет идеи получше? Ну, еще эту лужу можно на чем-то переплыть. Не смешно. Я знаю, что надо делать. Лужа совсем не глубокая. Нам просто нужны резиновые сапоги. В резиновых сапогах гораздо лучше. А Лапочка и Сажик тоже хотят покачаться на качелях. Давай скорее. Осторожно. Если останется пятно, то будет некрасиво. Привет. Ну и грязь. Карамелька, давай ты первая. Спасибо, Лапочка. Ох, сейчас покачаемся. Смотрите, чтобы мне на сапожки не капнуть.
Ого, вот и покачались. А на сажике грязи почти не видно. А вот на мне видно. И на мне. Не плачь, Компот. Я все отмою водой из лужи. Но грязь еще больше размазалась. Стало еще хуже. Ну, раз мы все равно уже перемазались, сделаем грязевого ангела. Ну это совсем некрасиво. И мама очень расстроится, что вся одежда испачкалась. Что же теперь, не гулять? Может, надо подождать, пока грязь на улице высохнет? А когда она высохнет? Наверное, только летом. Ого, неплохо вы погуляли. Прости, мамочка, мы испачкались. Ну ты не волнуйся, мы больше не будем гулять. По крайней мере, до лета. Не будете гулять до лета? Ой, мама, ты тоже испачкалась. Ну, немножко грязи – это не страшно. А одежда не испортилась? Вовсе нет. Слегка испачкалась, но для этого у нас есть стиральная машинка. Ура! Да здравствует стиральная машинка! Одежду можно отстирать, но специально пачкаться не надо. Это не гигиенично. Значит, весной тоже можно гулять. Конечно, гулять полезно в любое время года. Здорово! Миу-миу-миу-миу! И тут приехал папа. Машина забуксовала. Пришлось немножко подтолкнуть. Наша перепачканная семейка кого-то мне напоминает. Вся одежда отстиралась и высохла. Хорошо гулять весной, даже если случится немного испачкаться. Конкурс красоты. Однажды Лапочка пригласила котят принять участие в конкурсе. Я устраиваю конкурс красоты. Приходите обязательно. Победитель получит приз. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Конкурс красоты. А что значит красота? За что Лапочка будет давать приз? Может быть, наши друзья знают, что такое красота? Лично для меня красота – это вот этот текст. Я в красоте не разбираюсь, я разбираюсь в страшилках. Ну, мне, например, кажется, что карамелька красивая. Потому что она девочка. А мальчики что, не могут быть красивыми? Как же понять, что такое красота и как выиграть приз? Лапочка любит все красивое, значит, коты на ее афише точно красивые. Сейчас посмотрим. Черный костюм с бабочкой, завитые усы, блестящее платье, прическа, высокие каблуки. Красиво! Котятам кажется, что они не такие красивые, как персонажи с афиши. Мама! Папа! Нам срочно нужны черные костюмы. С бабочками. Блестящее платье, красивая прическа, туфли на каблуках. Еще нам надо завить усы. И накрасить ногти. Не помешало бы. Это еще что за новости? Нам надо показать как можно больше красоты и выиграть в конкурсе. Да. Ах, вы наши красивые котятки. Вы думаете, что красота только в одежде и прическе? Ну да, судя по тому, что нарисовано на афише. Вовсе нет. Красота бывает разная. Например, красивые картины. Или красивая музыка.
Бывают красивые цветы. Или красивые закаты. То есть вы хотите сказать, что красота везде, вокруг нас? Да, и особенно внутри нас. Внутри нас? Ну да. И лучше всего показывать свою красоту не внешним видом, а своими поступками. Я знаю, что надо делать. Сегодня все такие красивые, прям не знаю, кого выбрать. Но у нас остались еще последние участники. Это же конкурс красоты. Почему вы не нарядились, не сделали прически? Мы покажем вам другую красоту, то, что мы считаем красивым. Красиво. О, красиво. Безумно красиво. Это было великолепно. Спасибо, что показали, какая красота бывает разная. Вы заслужили главный приз. Кстати, Изюм может нарисовать красивый пейзаж, а Бантик может сыграть красивую мелодию на скрипке. Здорово! Миу, 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 миу. Это был настоящий праздник красоты. Ведь теперь красоту все не только увидели, но и услышали и почувствовали. Одежда для котят. Однажды мама работала над новой коллекцией одежды для котят и собралась в магазин за подходящей тканью. Котятки, я поеду в магазин. Если что, обращайтесь к папе. Он у себя в кабинете. Хорошо, мама. Скорее бы посмотреть мамину коллекцию одежды. Так давайте посмотрим. Она же в мамином кабинете. Фигурка кота, только головы не хватает. Это манекен, специальная кукла в форме котенка. Мама примеряет на нее одежду, чтобы понимать, как правильно шить. На картинке плащ для котят красивый, а на манекене как-то не очень. Бедная мама, она так занята, что не успела его доделать. Давайте ей поможем. Давайте, у мамы будет самый классный плащ для котят. Здорово! Миу, 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 миу. Надо сделать карманы и воротник. Коржик, неси клей. Я буду рисовать карманы и воротник, а ты, Компот, будешь их вырезать. Хорошо получилось. Надо, чтобы кто-то его примерил. Модели, которые показывают одежду, должны быть высокими. Самый высокий у нас Компот. Значит, он и должен примерить. Хорошо, только ходить как модели я не умею. Ой, что-то из-за этого воротника я ничего не вижу. Он слишком высокий. Он не должен закрывать глаза и рот. Давайте вырежем дырки для глаз и рта. А если я захочу повернуть голову в другую сторону, я опять ничего не увижу. Не надо ничего вырезать. Мы просто его подогнем. Ну вот, теперь мне удобно. Ой, только руки в карманы никак не засунуть. Ой, мне кажется, мы приклеили их целиком. Ну и что? Карманы будут просто украшением. Еще мы можем приклеить разные пуговки, и плащ станет нарядным. Котята так увлеклись, что не заметили, как оклеили пуговицами весь плащ. Он стал таким тяжелым, что я с трудом поднимаю руку. Давайте просто уберем лишние пуговицы. Ну, Ну вот, теперь вместо пуговиц видны пятна клея.
а мы прикроем их ленточками. Теперь все хорошо. Компот, пройдись, пожалуйста. Ой, ну вот, я даже ходить в нем не могу. Котятки, а что вы делаете в моем кабинете? И где плащ, который был на манекене? Он на мне, мама. Мы решили его доделать. Прости нас, мама. Не переживайте, котятки. Это просто заготовка для будущего наряда. А сошью я его из вот этой специальной ткани. И если хотите мне помочь, то сейчас самое время. Здорово! Миу, 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 миу. Дело мастера боится, как обычно говорят. Если очень потрудиться, то получится наряд. Наш наряд красота, красота, та-ра-та-та-та. Молодцы, три кота, три кота. Плащ для новой коллекции получился замечательным. А котята были рады, что все-таки помогли маме. Игра в доктора. Однажды мама и папа подарили Коржику, Карамельке и Компоту набор юного доктора. Смотрите-ка, что у нас есть! Ух ты! Градусник! Куча бинтов, шапочки. Тут есть все, что нужно. Теперь вы можете играть в доктора. Здорово! Миу, 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 миу. Чур, я буду доктором. Я тоже хочу быть доктором. И я. Если все будут докторами, кого же нам тогда лечить? Мы будем лечить наших друзей. Привет! Мы играем в доктора. Вы доктора вызывали? Ух ты! Вызывали! Тогда ждите, мы выезжаем. Только захватим лекарства. Первой надо посетить лапочку. На что жалуетесь, больная? У меня что-то с хвостиком. Кажется, он недостаточно красивый. Так, все ясно. Тут нужна замена хвоста. Некрасивый хвост уберем, а красивый пришьем. Не надо мне другого хвоста. Сначала поставьте диагноз. Так, ничего не слышно. Может, постучать молоточком? Не надо. Мы просто перевяжем хвост бинтиком. Но только так, чтобы было красиво. Спасибо. Поправляйтесь, больная. Не держите хвост на сквозняке. И ешьте витамины. Лапочке стало заметно лучше, и наши доктора отправились в город, а на улице поднялся сильный ветер. На что жалуетесь, больной? Доктор, я превращаюсь в пришельца. У меня даже голос меняется. Ага, да у вас температура. Вам поможет сладкое космическое варенье. Очень полезное. Ой, закончилось. Вместо варенья подойдут космические уколы. От них вы снова превратитесь в себя. Или в арбуз. Или в лейку. Я не хочу никаких уколов. Успокойтесь, больной. Примите вот эту конфету и соблюдайте постельный режим. Мне уже лучше. Гоня тоже быстро поправился, но на улице пошел дождь, а ведь нужно еще успеть к пациенту Нудику. На что жалуетесь? Осенью я всегда грущу, а когда дождь, мне еще грустнее. А может, у вас болят зубы? Только не зубы. Давайте будто у меня болит живот. Ого, урчит. Видимо, вы проглотили пропеллер. А может, и что-то покрупнее. Это у вас, коллега. Живот от варенья урчит. Точно, это у меня. Чтобы не болел живот, пропишем вам часть печенья. А книжка про клоунов вас развеселит. О, я люблю клоунов. Особенно их красные носы. А у вас тоже красные носы. Мама, а мы
ногтик вылечили. Хе-хе, они совсем промокли. Ваши шапочки придется сушить, а вас самих придется лечить. Выпейте чай с лимоном и спать, чтобы не разболеться. На утро котята чувствовали себя хорошо. Доброе утро! Врачей вызывали? Эти апельсины от насморка лучшие в мире. А эти конфеты от кашля лучшие в космосе. А этот цветок пошерстмешит. А посмотрите-ка, что у меня есть. Ха, игрушечная сирена. Скорая помощь. А как делает сирена скорой помощи? Вот так! Миу-миу-миу-миу! Как хорошо, когда доктора приходят вовремя. Но еще лучше, когда никто не болеет. Бюро добрых дел. Однажды, когда папа выносил мусор, котята решили ему помочь. О! Хо-хо-хо! Спасибо, котятки. Вы такие молодцы, что помогаете мне. Как приятно, когда тебя благодарят! Это точно. Может, еще кому-то поможем? А давайте сделаем бюро добрых дел и будем всем помогать. Это будет так здорово! Миу-миу-миу-миу! Котята превратили свой домик на дереве в бюро добрых дел. Осталось найти тех, кому нужна их помощь. Похоже, наша помощь никому не нужна. Никто просто не знает про наше бюро. Давайте сами всем поможем, тогда все про нас узнают. Бюро добрых дел спешит на помощь! Ой, Ну вот, похоже, мама куда-то вышла. Ничего, мы разложим пуговицы по баночкам и оставим нашу эмблему. мама поймет, что это мы, и потом скажет нам спасибо. Ого! Ой. О. Ну вот, придется идти за новыми одуванчиками. Хе-хе. О! О! Как здорово всем помогать. Наше бюро добрых дел лучше всех. А вот и наши клиенты идут нас благодарить. Эй! Ну как? Что? Котятки, я понимаю, что вы хотели всем помочь, но в итоге вы, наоборот, добавили всем хлопот. Как? Вы разложили пуговицы по цвету, а я хотела разложить их по форме. Мне для работы важна именно форма, а не цвет. Мы хотели посадить новые цветы, а грядки теперь залиты водой. И вся земля превратилась в болото. Вы нарисовали не совсем то, что я хотел. А еще перемешали все краски. Желтый стал зеленым, а синий фиолетовым. Ну вот, у нас получилось какое-то бюро недобрых дел. Не переживайте, котятки. Помогать другим – это отличная идея. Просто помогать надо с умом. Я знаю, что надо делать. Мы поможем исправить наши ошибки, но на этот раз будем спрашивать, что делать и как. Вскоре котята исправили все свои ошибки и так всем помогли, что про их бюро добрых дел узнали и другие соседи.
Котятки, тут кое-кому нужна помощь вашего бюро. Здорово! Миу, 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 миу. Бюро добрых дел оказалось отличной идеей. Ведь так приятно кому-то помогать и радовать друзей и соседей. Супергерои. Однажды Коржик, Карамелька и Компот рассматривали комиксы с разными супергероями. Ого, светокот может светить глазами в темноте, как фонарями. А Котомех может мгновенно стать пушистым. Мне больше нравится грозовая кошка. Она может пускать молнии. Быть супергероем так здорово. Ага, у каждого есть какая-то суперспособность. А давайте поиграем в супергероев. Придумаем себе суперкостюмы. И суперимена. А главное, суперспособности. Супер! Миу, 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 миу. Котята мастерят себе костюмы супергероев. Силакот! Котоплащ, мегакошка. Всех спасут! Ого! Прям настоящие супергерои. Супергерои всегда кого-то спасают. А давайте я буду красивой кошечкой, которая попала в беду, а вы меня будете спасать. Давайте! Чур, я спасу лапочку. Я Котоплащ, я умею летать. Кто-нибудь помогите. Ужас, она сейчас утонет. Ты мой супергерой, Котоплащ. Нет, лапочку будет спасать Силакот. Я обладаю огромной силой. Кто-нибудь помогите. Смотрите, метеорит из дальней галактики. Ты мой супергерой, Силакот. Нет, лапочку буду спасать я, мегакошка. Я могу двигать предметы силой мысли. Кто-нибудь помогите. Ой, пожар. Ты моя супергероиня, мегакошка. К тому же лапочка моя подруга, так что спасать ее буду я. Мы тоже дружим с лапочкой. Да, пусть она сама выбирает. Эй! О! Меня будет кто-нибудь спасать или нет? Я уже устала ждать. Лапочка забралась на дерево. Котоплащ спешит на помощь! Все, спускайся, лапочка, я тебя спас. Нет, это мегакошка! Я переношу тебя на землю силой мысли. Все, слезай. Нет, я так не играю. Будет некрасиво, если я сама буду слезать. Какое же это спасение? Ну, у нас же на самом деле нет никаких суперспособностей. Мы не можем спасти тебя по-настоящему. Ну вот, только я сюда залезала. Ой! Кто-нибудь помогите! Лапочка может упасть на кактус. Что же делать? Я знаю, что надо делать. Коржик, держись за дерево, а ты, Компот, хватай плащ Коржика и тяни его назад как можно сильнее. Лапочка, прыгай! Ого, вы правда спасли лапочку? Ага, с помощью супермысли Карамельки, суперсилы Компота и суперплаща Коржика. Спасибо! Вы все мои супергерои. Похоже, вместе мы и правда многое можем. Супер! Миу, 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 миу. Спасите теперь меня и меня! Оказывается, суперсила котят в их крепкой дружбе. Ведь вместе они суперкоманда «Три кота». Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал.
и не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!